Вот представьте, вы сидите в грязном укрытии, давно позабыв о своей обычной жизни и близких людях. Ваш сослуживец сменяет вас, и вы отправляетесь спать, думая о том, когда же это все закончится. Просыпаетесь вы в пустой комнате, с вами лишь оружие и одежда, а впереди деревянная дверь и надпись «Добро пожаловать в ад». Ну что же, ребята, добрых суток. Под последним видео вы наставили кучу лайков, а на канале уже пробил 30 подписчиков, за что я невероятно благодарен каждому из вас. Поэтому я выполняю свое обещание и вместе с вами погружаюсь в FPS шутер SQB Hell. Пойдем по порядку. Зайдя в игрульку, мы оказываемся в лобби. Давайте осмотримся. Павнемся мы рядом с баром, телевизор на котором отображает точно честные результаты игроков и титры. За стулом сидит не очень веселый джентльмен. Интересно почему? Можно зайти за стойку, и конечно делаем это. Правило не для нас писано. Берем бургер и колу, другие вещи взять нельзя. И тесак, к превеликому сожалению, тоже нет. Впрочем, рано расстраиваться, ультранасилие будет позже. Выходим. Нас сразу же встречает донатик, но про поинты мы поговорим позже. Эту сцену вы только что видели, так что прогуляемся по этажам. Про лифт поговорим позже. На втором этаже припасы и экипировка, ничего интересного. Разве что комната напротив. Оу, кажется, это кусочек лора игры. А сделайте вид, что вы этого не видели. Выше у нас галерея, не Третьяковка, но тоже хорошо. Погодите, это же... Понял. Про это в другой раз, хорошо? Какая красота. Очень красиво, прыгай. Окей. Круто. Осмотрелись, теперь залетаем в каточку. Как бы сказать. Материала много, сразу скажу. Про оружие и связанные с ним механики я сниму отдельное видео. Надеюсь, вы проявите актив под этим видео для моей мотивации. Вылавливаем дверь и сразу инфа про управление. F. Взаимодействие с любыми предметами. ЛКМ. Стрельба. ПКМ. Прицел. Q и E. Наклон влево и вправо соответственно. R. Перезарядка. T. Смена положения оружия. G. Метка. H и G. Или я. Включить-выключить лазер и фонарик соответственно. C. Присесть и лечь. X. Встать. M. Осмотр оружия и количество патронов. Фух. В целом это все. Дальше. Автоматы. Есть автомат случайный, дающий рандомный предмет или бумажку. Есть автомат с оружием. Появляется в первой комнате и после каждого босса. С 20 поинтов дает случайное оружие. Поинты мы получаем, играя или покупая за робоксы. Также их можно потратить для возрождения в игре. Работает один раз за одну игру и стоит сотни поинтов. Есть обычные автоматы с бесплатным и гарантированным лутом. Давайте кратко. Медицинский автомат дает бандаж 20 хп, аптечку 40 хп или большую аптечку 60 хп. Автомат брони дает броню, которая при полном хп дает плюс 50 брони, либо отхиливает при неполном хп. Сразу скажу, вариантов броников много, но они все одинаковые по статам. Автомат амуниции дает упаковку патронов в комплектации от 10 до 120 снарядов. Можно взять одну любую упаковку для одного любого оружия. Автомат гранат дает, как ни странно, гранаты. Сразу скажу, в начале игры их не берите, они вас просто убьют, да и в целом пользы от них немного. Автомат прокачки оружия, про него в другой раз. Автомат кофе дает кофе, восстанавливает чуть-чуть хп. Выдохнули, теория окончена. Поехали в первую локацию, стартовую. Сразу скажу, в игре 3 типа противников. Обычные 100 хп, танки 3 сотни хп и боссы. ХП зависит от конкретного игрока. Мы всех подробно разбирать не будем, только боссов. Сама стартовая локация представляет собой серые комнаты с изредка моргающим светом. Вариаций их много, как и в других картах. Не будем их разбирать, к тому же инфы про них мало. Важно лишь, что первых комнат сюда 5, а на 6-й босс. В предбоссовой комнате не просто рекомендую, а приказываю вам расстреливать дверь и скипать ее. И прохождение адской душниловки будет гораздо дороже, чем несколько магазинов, или около 1-2 с любого дробовика. Залетаем к боссу. Идем направо или налево, но не в центр. Там вы сразу попадаете к боссу, и он вас накормит килограммом свинца из пулемета. Собираем из автоматов то, что считаем нужным. Приоритет аптечкам и броне, если ее нет на вас. Как побеждать босса? Держим его на расстоянии и стараемся стрелять в него за стенкой. Хоть сам босс и косой просто жесть, вблизи он вас разнесет. Также, если вы убегаете от него в сторону, разброс вас тоже легко уничтожит. Отходим от него назад, с легким отклонением в сторону укрытия. Если у вас дробовик, то вы убьете его очень быстро. С другим оружием придется повозиться. Можете пробовать крутить у стены, но я не советую. Когда он перезаряжается, используйте время с умом. Прячьтесь, хилитесь или стреляйте.
Кстати, да, чем краснее экран, тем меньше у вас жизни, помните об этом. Прошли босса? Поздравляю! Вы готовы идти дальше, во взрослую жизнь. Забираем весь лут, спускаемся вниз и ломаем дверь. Итак, следующие локации будут меняться рандомно. Давайте глянем, что у нас. Сразу же Силсы. Скажу сразу, эта локация довольно разнообразная. Важно подметить, всего каждая карта 10 комнат, где 9-я подготовка к боссу и 10-я сам босс. Затем она меняется. Есть вероятность, что она ту же самую, но такое бывает редко. Итак, Силсы представляют собой помещение с темно-серыми стенами, офисной комплектацией и железными дверьми. На локации есть несколько подъемов. Местные противники — это обычные челы с броней и красными беретами или шлемами. Также тут много автоматов, поскольку это Силсы. Карта просторная, но содержит многие укрытия и перепады высот, поэтому скажу, что она среднесложная. Босс здесь сложен тем, что имеет жирную броню, оттого и много хп. Сам он немного туповат и использует дробовик. Также на вас сверху падают рандомные предметы, в том числе хилка и патроны. Еще вещи есть в автоматах на самой арене. А основная тактика — прятаться за автоматами и держать дистанцию, постоянно настреливая боссу. После победы поднимаемся по веревке и двигаемся дальше. Тир. Интересный выбор. Пожалуй, одна из самых трудных локаций. Представляет собой комнаты с серыми стенами и деревянными полустенами. Типичные враги. Челы в темной броне и одежде. При открывании автоматической двери советую лечь на пол, чтобы убить челов у входа. Также некоторые стены можно сломать, а враги могут богоюзать и стрелять сквозь стены. Зачищайте комнаты медленно и осматривайте все проходы. Скажу, что локация просто сложная. Здешний босс даже для меня остается одним из самых трудных в игре. Его главная фишка — постоянно кидать светошумовые и простые гранаты, даже после смерти, черт возьми. Чтобы его победить, нужно очень постараться. Лучшая тактика — использовать подъемы по углам и настреливать ему с них, убегая, когда босс приближается или кидает гранаты. Для видео я хотел пройти и его, однако нужного футажа у меня не было. Привет, это Пригожин, Женя. А великий рандом мне так и не дал карту тира. Окопы. Думаю, местный босс вас удивит. Локация довольно однотипная, бывает трудной, особенно если у вас нет фонарика на оружии. Представляет собой, изобразите удивление, окопы, по большей части находящиеся под землей, иногда выходящие наружу. Из плюсов есть комнаты с другом, о чем указывает табличка. В самой комнате есть челик, который просто ходит. И я не проверял, что будет, если его убить. Я же не зверь. В этой комнате стоит два автомата. Один за углом в начале, второй у выхода. Также одна из комнат собой представляет длинный окоп. И не дай бог, вы подниметесь к земле. Вас тут же нашпигуют килограммом свинца. Локация среднесложная, без фонарика сложная. Теперь босс. Танк Т-14. Ага. Танк. Самый настоящий. Убивающий с одного выстрела. На самом деле все не так сложно. Особенно если у вас есть дробовик. Так, давайте обусловимся очень кратко про оружие. Дробовики, большие пушки и АКМ без пружины — хорошо. Другие оружия — плохо. Пистолеты серии МД, Дигл и похожие, также револьверы — хорошо. Велрод, флинксток, тапок и другое — плохо. Ясненько? Не бойтесь, если вы проявите актив под видео, я быстрее сниму видео про оружие. Итак, танк. Стреляет он с перерывами, что логично. Этими таймингами обязательно пользуйтесь. Настреляли за укрытие. Танк шмальнул, настреляли за укрытие. И так по кругу. Старайтесь целиться в башню, хотя дробовиком это не обязательно. Когда вы снесете ему сколько-то хп, он начнет подъезжать чуть ближе и стрелять из крупнокалиберной пушки 2-3 выстрелами за раз. И вообще даже не почувствовал этого, но будьте осторожнее. Касательно того, взрывает ли противотанковые гранаты танк, я хз, не проверял. Можете глянуть сами и написать в комментариях. В отличие от танка, едем дальше. Только не лесорубка. Скажем так, это самая трудная локация в игре, лично для меня, хотя и довольно интересно. Представляет собой в основном большие комнаты, покрытые ламинатом или чем-то похожим, я не разбираюсь. Основные противники — лесорубы и челики в черной одежде. С лесорубами проблем нет, в отличие от вторых ребяток. Они встречаются постоянно и являются танками. Особенно бесит, когда они подходят к тебе и тыкают тебя в ножом, пока ты перезаряжаешься или выпускаешь в них обойму. Кстати,
На конвейерах, кроме комнаты со спуском, регулярно появляются полезные вещи, а именно хилки и патроны, а также пасхалки. Забыл сказать, не трогайте микроволновку. Игра вам не врет, я серьезно, не делайте этого. Если не учитывать гадостных врагов, локация обычная. Я назову эту карту среднесложной, так как в ней все же много лута и есть укрытие. Босс. Вернее, боссы. Их два. Простите. Кошка-женщина и дровосек. Дровосек менее живучий, но они оба довольно умные и меткие, а дровосек кидает гранаты к тому же. В идеале сражаться против них вдвоем, но если вы один, то лучшее, что можно сделать, держаться как можно дальше от них и не выходить на открытые площадки. Они метки, помните об этом. К сожалению, футажа с победой этого босса у меня тоже нет, увы. Идем дальше. Отлично. Канализация. Пожалуй, самая разнообразная карта. Представляет собой чрезвычайно маленькие комнаты с кирпичными или серыми стенами. Местные враги одеты в темную одежду с капюшоном или в зеленую одежду. Важная фишечка – растяжки. К счастью, в других локациях они не встречаются. Аккуратно подходите к ним присев и зажимаете F. Все. Опасность миновала. Вероятно, сперва вы встретите трубу, ведущую в высокую комнату, как на видео. Здесь пойдете наверх. Но если снизу есть хорошее оружие, можете спуститься за ним. Дальше будет та же труба, но со спуском. С ней осторожно. Если на ней побежать, скорее всего, вы покатитесь вниз и вас расстреляют. Привет, это кто? На лестнице смотрите вверх по пути. Или подождите у двери, пока враги сами спустятся. Далее дырка, ведущая вниз. Смело падай. Проходим по трубам, не рекомендую спускаться вниз, вероятно вас убьют. В той же комнате будет генератор. Ради бога, не трогайте его. Вернее, вы можете включить разок его, по приколу. Но его ужасный шум будет с вами вплоть до самого босса. И да, его включение ни на что не влияет. Без него вы также сможете включить свет далее, зайдя за угол перед большой комнатой. Локация среднесложная, без фонарика чуть труднее. А после нее босс. Как только вы войдете в комнату, по бокам появятся челики. А может и не появятся. Но лучше гляньте один или два ближайших угла, чтобы не было сюрпризов. Сам босс не бронированный, то есть не особо живучий. Обладает очень громким дробовиком. А, да. Стоило сказать раньше, в игре проблема с нормализацией звука. Так что сразу снижайте звук до входа в первую комнату. Тактика проста. Держим на расстоянии и прячемся за колоннами и стенами по углам. Если что, автоматы в комнате вам в помощь. Еще важный момент. Если вы будете слишком долго сидеть в комнате некоторых боссов после их смерти, врагам станет немного пофиг, и они зайдут к вам в гости. Я так однажды помер, когда обыскал комнату и немного задумался. Только вперед. О, железная дорога. Я бы назвал ее Россия. Или, не знаю, Нефтеюганск. Электрофорез референс. Да, карта представляет из себя типичные наши дворы с малоэтажками, которые, кстати, могут встретиться и в прошлой локации. Но по большей части вы будете видеть метрошные туннели. В одной из локаций у вас будет развилка. Я рекомендую идти прямо и потом сворачивать, затем тупо пробежать станцию, чтобы сэкономить патроны и здоровье. Локация среднепростая, чего не скажешь о боссе. Возможно, это тот самый чел из старого мема про ВДВ, кто знает. Спавнится он на вагоне посередине. При входе в локацию обходите его справа или слева, немного настреляв. Вторая бесящая вещь у этого босса, кроме него самого, это дроны, летящие на вашу голову. Не пытайтесь их сбить, я серьезно. Их специфика, чем ближе вы к боссу, тем они точнее и чаще. Они контрятся либо жесткими уворотами, и то не всегда, либо мувами между вагонами. Если вы встанете вплотную к последнему вагону у стенки, повернутой к стене здания, простите за тавтологию, то около 90% дронов не будут по вам попадать. Однако, чем дольше вы стоите, тем они точнее. В идеале, вам нужно мансить между вагонами, пока босс не засранит в лестнице, а он любит так делать. Тогда вы выстреливаете в него как можно больше. Бегайте между вагонами во время перезарядки, настреливайте. Привет, это Пригожин. И так по кругу, пока он не откинется. Желательно убить его быстро, так как дроны, опять-таки, становятся точнее с каждым появлением. Если что, забивайте на все и бежите к ближайшему автомату с хилом или броней. Дрон при попадании сносит очень много жизней. Фух. Больше половины мы прошли. Дальше у нас... лаборатория. Ну а если серьезно, то карта представляет собой светлое помещение из плитки с различной мебелью и оборудованием. Типичные противники – люди в белых халатах и...
зомби. Самые настоящие. Их также можно встретить и в силсах на улице. По факту их два вида. Быстрые, мало хп, и медленные, очень много хп. Приоритет отдавайте быстрым. На улице лучше просто пробежать всех зомби и не тратить патроны. Также в лаборатории есть комната с 3 дверьми. Чаще всего кнопка открытия двери в следующую комнату справа, но может быть и слева. Местный босс – огромный зомби с маской. Его фишка – гранаты, летящие из труб сверху. От них увернуться довольно просто, главное будьте бдительны. Сам босс довольно быстрый и живучий. Убивать при сближении довольно быстро, так как может бить только сблизи. Главный совет – бегайте. Ну вот и конец виднеется. Под конец довольно красивая локация – обсерватория. С уникальным боссом, в сравнении со своими коллегами. Типичные враги. Люди в халатах, камуфляже и... Слушайте, скорее я бы сказал Тенека, а не Фурия. Вообще это тоже камуфляж, верно? Эти ребятки встречаются и в других локациях, если вы не заметили ранее. Я не буду это комментировать. Можете глянуть на меня, чтобы понять мое отношение. Почему ты убил их? Важно отметить, что на карте есть два вида комнат. В здании и на улице. Комнаты зданий простые и одинаковые. А вот улица зависит от времени суток. Ибо оно здесь меняется. Если вы не поставили фонарик на свое оружие, постарайтесь его поставить до комнаты босса. Что для этого использовать? АН ПЕК, ПЕК 15, ПЕК 2, флешлайт, то есть фонарик, и Sunshine. Все подойдет. Только с последним осторожно. Можете ослепить и себя, и тиммейтов. Кстати про них. Старайтесь не стрелять по своим, так как за это вы получите урон сами и позже предупреждение о запрете тимкиллинга. По факту ни на что не влияет. Из интересного, в старых версиях, как я помню, вы реально могли убить своего тиммейта. Хорошо, что это убрали. А, да, босс. Снайпер. Мой совет. Старайтесь идти к нему днем, поскольку этого гада и так плохо видно из-за камуфляжа, а в темноте его вообще не видно без фонаря. Лучшая тактика против него – быть близко. Да, это единственный босс, к которому можно и нужно подходить. При этом не забывайте постоянно двигаться, так как 1-2 попадания – вы труп. Еще он кидает флешки, но от них легко вернуться. Меня он, дай бог, пару раз ослеплял. Ну что же, поздравляю, только что увидели все локации и всех боссов. Стоп. При написании сценария я вспомнил про карту Амбуш, поэтому быстро. Представляет собой стартовую карту, но почти без освещения с увеличенной комнатой и жесткими врагами. Вместо босса комната похожа на предфинальную на стартовой. Ваша задача просто прожить какое-то время, и в конце комнаты появится дверь. Совет только один. Поставьте фонарик. Теперь вы видели все локации в игре и победили всех боссов. Или почти все. Кроме основных локаций, вы также можете встретить две секретные промежуточные карты. Вторую я вообще всего раз видел. Итак, начнем с красной комнаты. Появляется спонтанно, отличается от обычной комнаты красными стенами. В этих комнатах чаще всего очень много противников, частенько встречаются пасхалки. Также красные комнаты есть уникальные, например, с 2 спусками на нижний этаж, огромная комната или расстрельная яма. Ага, у этой игры рейтинг mild, 2 из 4 в Roblox. Спасибо. Единственный совет – не врывайтесь в комнату, расстреляйте дверь, стоя у входа в коридор, и просто убивайте подходящих к вам дурачков. Есть вероятность, что внутри кто-то останется, поэтому аккуратно осмотритесь позже и добейте. Что касательно пасхалок, их тут всего 4. Сама расстрельная яма, ноутбук с лицом рептилоида-основателя той самой запрещенной организации, если вы понимаете. Ноутбук с разными картинками и принтер, печатающий листы с текстом. Почему ты убил их? Вторая локация – Backrooms. Про нее много не скажу, я ее почти не изучал, она супер редкая, но контента там много. Расскажу о ней в другом видео. Также хочу затронуть лор игры, выскажу 2 свои теории. Первая. SQB Hell – это и есть ад, или чистилище, куда попадает игрок за свои грехи. На это намекает в первую очередь название игры и принтеры в Red Room. Второе. Игрок является агентом спецподразделения или что-то такого, задача которого уничтожить какую-то корпорацию, либо выполнение всех задач, поставленных ему сверху. На это намекает новое лобби, контракты с компаниями и разные локации, в том числе лаборатория. Если у вас есть своя теория или хотите дополнить одну из этих, комментарии открыты. Что же, вывод 1. Сыграйте в SQB Hell, оно того стоит. Попрошу вас подписаться и поставить лайк. Я очень старался над этим видео и надеюсь, вам понравилось. Увидимся!